Приветствую всех на канале «Горизонт событий». 19 июня в шахтерском городе Рубае, расположенном на территории Масиси, в провинции Северная Киву, в Демократической Республике Конго, произошло обрушение на одной из крупнейших колтановых шахт, унесшее жизни по меньшей мере 21 человека. Обрушение произошло утром на шахте, которая является частью горнодобывающего комплекса Рубая, производящего от 15 до 30% мирового запаса колтана. Это минерал, из которого извлекают тантал, необходимый для производства смартфонов, медицинских имплантатов и других высокотехнологичных устройств. По данным администрации территории Масиси, на момент аварии на шахте находилось около 131 горняка. Из них 111 человек были спасены, извлечены 16 тел, еще 4 считаются пропавшими без вести. Причины обрушения остаются неизвестными. Спасательные работы начались сразу после инцидента. Местные власти сообщили, что несколько человек все еще могут находиться под завалами. Спасательные команды работают не покладая рук, чтобы спасти тех, кто подает признаки жизни. Шахты Рубаи, также известные как горнодобывающая концессия Биботама, управляются Société Minière de Bisanza и являются крупнейшим производителем колтана в Демократической Республике Конго, обеспечивая около половины национального производства. Ежегодно здесь добывается около 1000 тонн колтана, что составляет значительную долю мирового рынка тантала. Шахта частично механизирована, но в основном полагается на труд около 3500 кустарных горняков, работающих в условиях с минимальной защитой и низкой оплатой, около $1 за 14-часовой рабочий день. Регион Северного Киву охвачен многолетним конфликтом, и шахты Рубаи с апреля 2024 года находятся под контролем повстанческой группировки М-23, поддерживаемой Руандой. Отсутствие надлежащих мер безопасности и надзора, усугубленное конфликтом, делает кустарные шахты региона крайне опасными. Подобные аварии не редкость. В 2013 году обрушение на шахте Кои-Рубая унесло жизни около 100 горняков. Поступают новые кадры бушевавшей стихии 19 июня в Карасукском и Купинском районах Новосибирской области. Обрушившийся вечером на западную часть Новосибирской области мощный грозовой фронт принес с собой разрушительный ураган, сопровождавшийся ливнем и шквалистым ветром со скоростью до 30 метров в секунду, который нанес значительный ущерб инфраструктуре, оставив без электроснабжения 24 населенных пункта. Ураган сорвал крыши с домов, поломал взрослые деревья, разрушил бетонные конструкции, а также нанес значительный ущерб электросетям. По данным Россети Новосибирск, повреждения затронули линии электропередач, были повалены опоры, оборваны провода и сорваны изоляторы. В результате многие трансформаторные подстанции остались без питания, что привело к отключению электроэнергии в десятках сел. Особенно сильно пострадал Карасукский муниципальный округ, где утром 20 июня был введен режим чрезвычайной ситуации. В населенных пунктах, таких как села Ирбизино и Рождественский, ураган повалил несколько опор ЛЭП напряжением 110 кВт. Местные жители сообщают также о значительных повреждениях крыш многоэтажных домов, автомобилей и десятках поваленных деревьев, которые перекрыли дороги. По данным МЧС, в Карасукском районе пострадали 4 человека, но, к счастью, серьезных травм удалось избежать. Всем пострадавшим была оказана амбулаторная медицинская помощь. Сразу после ослабления урагана специалисты Россети Новосибирск приступили к ликвидации последствий. На пострадавшие участки были направлены десятки аварийных бригад, задействовано более 630 специалистов и 163 единицы спецтехники. Основные усилия энергетиков сосредоточены на расчистке линий от поваленных деревьев, обломков кровли и других препятствий, а также на ремонте поврежденных ЛЭП. К 7 часам утра 20 июня энергетикам удалось восстановить электроснабжение для большинства потребителей,
попавших под аварийное отключение. Однако работы осложнялись темным временем суток и необходимостью расчистки подъездных путей. В некоторых районах, таких как Карасукский, осмотр и ремонт линий продолжились с наступлением утра. Для временного обеспечения электроэнергией в пострадавших селах используются генераторы. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, неблагоприятные погодные условия в Новосибирской области сохранятся до 23 июня. В связи с этим филиалы Россети Новосибирск переведены в режим повышенной готовности до утра 23 июня. Градом побило весь забор у всех. Вот столб упал. Здесь все. Вот крышу снесло с дома. Гараж здесь стоял, нету гаража, он за деревней. В огороде все пусто, все, ничего нету, забор упал. И вот этот гараж тоже. Нету крыши. Лоб залетел. Как вот он туда залетел-то? Да какая сила была? Вот залез. 20 июня вблизи поселка Атамановка Читинского района Забайкальского края разгорелся природный пожар, охвативший площадь около 40 гектаров. Для предотвращения перехода огня на жилой массив к тушению пожара привлекли значительные силы. 2 самолета-амфибии Б-200 МЧС России сбросили порядка 80 тонн воды на очаги возгорания, что позволило сдержать распространение огня. Наземная группировка, усиленная до 160 специалистов и 22 единиц техники, продолжает борьбу с пожаром и окарауливание территории. В операции также участвуют добровольцы, действия которых координирует оперативный штаб. По данным МЧС, на данный момент угроза жилым домам Атамановки успешно устранена, продолжается ликвидация оставшихся небольших очагов горения. Пожар был впервые замечен местными жителями 20 июня, когда над лесным массивом поднялся столб дыма. Тогда его площадь составляла приблизительно 1 гектар, но по мере распространения огня масштабы увеличились до 40 гектаров. Позже возникла угроза перехода огня в верховой, что могло привести к еще более серьезным последствиям. Благодаря оперативным действиям МЧС и координации с местными властями, распространение огня на населенный пункт удалось избежать. Забайкальский край остается одним из наиболее пожароопасных регионов России в 2025 году. Сильный ветер и аномальная жара способствуют возникновению новых очагов возгорания. Ранее в мае авиация МЧС, включая Б-200 и вертолеты Ми-8, уже защищала Атамановку и соседний поселок Песчанка от лесного пожара, сбросив 156 тонн воды. В целом, с начала пожароопасного сезона в регионе потушено более 330 пожаров, но стабилизировать ситуацию пока не удается из-за погодных условий и человеческого фактора. Что, скидывал? – 20 июня, около 23 часов по местному времени, в районе Думкибаса, в Восточном Навалпарасе, в Непале, пассажирский автобус, следовавший из Катманду в Непалгундж, был унесен мощными паводковыми водами реки Бинаи. В автобусе находились 38 пассажиров, включая 3 младенцев. Автобус попал в поток воды на временном объезде через реку Бинаи, созданном после обрушения моста в январе 2025 года. Из-за непрекращающихся ливней
характерных для сезона муссонов, уровень воды резко поднялся, и автобус был сметен стремительным потоком. Спасательная операция началась незамедлительно. По данным полиции, был задействован экскаватор, с помощью которого удалось эвакуировать всех 38 пассажиров. Все они были благополучно доставлены в безопасное место, пострадавших нет. Автобус унесло примерно на километр вниз по течению, и позже были обнаружены его обломки. «20 июня в 1 час 40 минут по местному времени на вулкане Килауэ, расположенном в национальном парке вулканов Гавайев, начался 26-й эпизод извержения в кратере Халимаумау. Эпизод начался с извержения лавовых фонтанов и потоков из северного жерла. Высота лавовых фонтанов достигала более 300 метров, шлейф дыма и пепла поднялся на высоту до 6000 метров над уровнем земли. Извержению предшествовала низкоуровневая активность, начавшаяся в 23 часа 26 минут 19 июня, когда лава начала переливаться через северное жерло. За несколько часов до начала фонтанирования наблюдались спорадические выбросы лавы и небольшие переливы, что указывало на близость магмы к поверхности. К 7 часам 30 минутам утра активность вулкана сохранялась. Более активное северное жерло выбрасывало фонтаны лавы высотой около 200 метров с периодическими более высокими выбросами. Южное жерло также извергало лаву, но с меньшей интенсивностью. В 10 часов 25 минут того же дня извержение в южном жерле прекратилось, активность в северном остановилась чуть ранее, в 10 часов 7 минут. В общей сложности эпизод длился около 8 часов непрерывного фонтанирования. Лавовые потоки покрыли часть дна кратера Халимаумау, но остались в пределах кальдеры Калуапеля. После прекращения извержения сейсмическая активность значительно снизилась, а наклон поверхности в районе вершины вулкана сменился с быстрого спада на медленное нарастание. Килауэ – один из самых активных вулканов в мире, он находится в состоянии периодических извержений с декабря 2024 года. Все эпизоды, включая 26-й, происходят в пределах национального парка вулканов Гавайев, не представляя угрозы для населенных пунктов. I gotta look back. Clobarella, I got the better sound, huh? Шоссе Барранка-Ларго-Вентанилья – ключевая транспортная артерия, соединяющая город Оахака с Тихоокеанским побережьем Мексики, остается закрытым из-за оползней, вызванных проливными дождями после урагана Эрик. Основной ущерб зафиксирован в районе муниципалитетов Сан-Пабло-Каатлан и Сан-Херонимо-Каатлан. В районе Уатулька, популярном туристическом центре, серьезно пострадал мост Койула, ставший одной из наиболее поврежденных зон. Ураган Эрик, достигший 19 июня 3-й категории с ветрами до 200 км в час, обрушился на побережье Оахаки в районе пункта Мальдонадо. К вечеру он ослаб до тропического шторма, но обильные осадки до 200-400 мм вызвали наводнения и оползни, особенно в горных районах. В Уатулька наводнения затопили улицы, повредили здания и линии электропередач. Мост Койула, связывающий Уатулька с Сан-Педро-Почутлой, оказался частично разрушен из-за разлива реки и оползней, что парализовало движение. В Оахаке без света остались 123 тысячи домохозяйств, из них 26% подключили к вечеру 19 июня. В Уатулька вода затопила местную больницу, а 9 оползней перекрыли дороги, включая шоссе Барранка-Ларго-Вентанилья. Бригады рабочих и военные продолжают расчищать завалы, оползни сделали дорогу непроходимой, изолировав некоторые населенные пункты. Национальная гвардия
организовала около 2000 убежищ в Оахаке, Герреро и Чьяпасе, где укрылись сотни семей, включая 757 человек в Пунта-Мальдонадо. Школы в Герреро закрыты включительно до 21 июня для оценки ущерба. Несмотря на то, что ураган Эрик рассеялся к утру 21 июня, дожди и риск оползней сохраняются. Метеорологи предупреждают о волнах до 10 метров и штормовом приливе. – 20 июня район Манса-Тала в городе Чендракона, в округе Западный Мединипур, в индийском штате Западная Бенгалия, оказался в эпицентре мощного наводнения, вызванного интенсивными муссонными дождями. Ливни, начавшиеся в середине июня, достигли пика с 19 на 20 число. В регионе выпало до 200 мм осадков за сутки. Река Силабати, протекающая через Западный Мединипур, вышла из берегов. Неспособность дренажных систем справиться с потоком воды еще сильнее усугубила ситуацию. В Манса-Тала, низменной части Чендраконы, вода затопила улицы, дома и коммерческие объекты, превратив район в подобие озера. Местные жители сообщают о поврежденных домах и перебоях с электроэнергией. Серьезно пострадали и сельскохозяйственные поля, особенно посевы риса. По данным администрации округа, в зоне затопления оказались более 5000 человек. Администрация округа Западный Мединипур совместно с национальными силами реагирования на стихийные бедствия и местной полицией организовала эвакуацию жителей из наиболее пострадавших зон. В Чендраконе развернуты временные убежища, где эвакуированным предоставляют еду, воду и медицинскую помощь. По данным на утро 21 июня, спасено более 2000 человек, пострадавших с серьезными травмами нет. Для расчистки дорог и восстановления инфраструктуры привлечены инженерные бригады. Однако продолжающиеся дожди и высокий уровень воды в реке Силабати затрудняют работы. – 19 июня в национальном парке Банф в канадской провинции Альберта произошел трагический инцидент. Обвал горной породы у водопада Боу Глейшер Фоллс привел к гибели 2 человек и ранению 3 туристов. По информации Parks Canada и Королевской канадской конной полиции, обвал произошел около 13 часов на тропе, ведущей к водопаду Боу Глейшер Фоллс в районе ледникового озера Боу. 2 человека погибли на месте, 2 пострадавших были эвакуированы воздушной скорой помощью Старс, еще 1 – наземной службой скорой помощи. Обвал был вызван естественной эрозией, характерной для региона с активной ледниковой и геологической деятельностью. Ледниковые породы, насыщенные осадками, могут становиться нестабильными, повышая риск камнепадов. Сейчас район оцеплен, тропа к водопаду закрыта для посетителей на неопределенный срок для оценки безопасности и предотвращения дальнейших инцидентов. Спасибо за просмотр, и до завтра на нашем канале.